Дай денег на продукты. У меня закончились, а до зарплаты 3 дня. Людмила поставила на стол свежеприготовленный омлет и кофе. На ужин ничего нет. Придешь с работы и найдешь подвешенную крысу в холодильнике. Придумай что-нибудь. Я их не печатаю и банкоматом не подрабатываю. Недовольно буркнул муж. Женщина ничего не ответила, взяла 2 куска черного хлеба, полила сверху клубничным вареньем и жадно откусила бутерброд. И коммунальные услуги оплатим не вовремя. И косметический ремонт в спальне перенесем на следующий год. И отдыхать будем снова на огороде. И носки штопать на пятки, чтобы оттянуть покупку новых. Анатолий бросил на жену яростный взгляд. Он сильно поджал челюсть, как будто пытался сдержать всю брань, которая так и просилась вырваться наружу. Настроение на нуле. Голова раскалывается после вчерашних посиделок с Васьком. Еще Людмила красок добавляет. Проклятие какое-то. У меня только один вопрос. Последний на сегодня. Я когда-нибудь смогу сходить на маникюр, как нормальная женщина? Или на педикюр? Я же никогда в хорошем салоне не была. Никогда в жизни. А спа – это вообще экзотика какая-то. Я молчу про всякие лазеры, шмазеры. Господи, да я позавтракать правильно не могу. Скажи, тебя как мужчину ничего не смущает? Анатолий, не выдержав унизительной правды, резко схватил тарелку и запустил ее в стену. Осколки со звоном разлетелись во все стороны, омлет медленно стекал по стене на пол. «У меня в печенках сидит твое недовольство. Мне уже снятся страшные сны, где ты все бубнишь и бубнишь, жалуешься, стонешь и причитаешь. Тебе все не нравится. А знаешь, у меня тоже есть вопрос». — кричал мужчина, сжимая кулаки. «Ты слепая была 23 года назад, когда замуж выходила? Ты не видела, кто я? Обычный парень из простой семьи, который заканчивал училище на электрика. Ты знала это, когда говорила «да». Какие теперь претензии? Я не требую бриллиантов и Мальдив. Я всего лишь говорю о насущном хлебе», — со слезами на глазах произнесла Людмила. «Это так много? Я хожу на работу всю жизнь. Каждый день. Я не виноват, что государство платит такие зарплаты. С Васей меньше бы пил по подвалам. Смотри, денег бы хватало», — не выдержала женщина. «Если я еще и стресс не буду снимать от ежедневных скандалов и твоих претензий, то вообще с ума сойду. Я скоро ненавидеть тебя буду. Ненавидеть». Анатолий с презрением посмотрел на жену. «Спасибо за завтрак. Наелся до упаду. Очень вкусно». Как только дверь за мужем захлопнулась, Людмила принялась за уборку кухни. Обида сжимала все внутри. Слезы падали на пол, образуя маленькие лужицы. Женщина собирала со стены остывший омлет, тщательно рассматривая свои постаревшие, неухоженные руки. Вся боль и горечь от образовавшейся пустоты и никчемности существования застряла комом в горле. Страшные мысли волнами накатывали одна за другой. Она забыла, когда в последний раз чувствовала себя счастливой. Когда ей дарили цветы, делали комплименты, радовали подарками. А признанием в любви? Да какое признание, Господи! Он даже забыл, что вдруг зазвонил мобильный телефон, оторвав Людмилу от негативных размышлений. Женщина быстро вымыла руки и подбежала, чтобы взять трубку. На экране светилось лицо любимой дочери. Она специально выбрала фото с улыбающейся Кристиной, чтобы каждый раз поднимать себе настроение. И как бы ни была тяжела жизнь с Толиком, она всю жизнь будет благодарить мужа за девочку. Кристина была и дочкой, и сестрой, и подругой. Часто женщины часами изливали друг другу душу, будучи уверенными, что секрет навсегда останется тайным. Людмила улыбнулась и весело проворковала в трубку. «Какие люди в Голливуде! Кристина Столбцова собственной персоной!» «Мамулечка!» — радостно прокричала дочка. «С днем рождения тебя! Спасибо, что ты есть! Спасибо, что ты моя мама! Каждый день я молю Бога, чтобы он подарил тебе много лет жизни. Это мое самое заветное желание. Прошу тебя лишь об одном. Будь здоровой и будь рядом. С твоим днем, милая моя!» Людмила расплакалась от радости. Она хотела поблагодарить дочку за столь теплые слова, но не могла. Рыдания не прекращались до тех пор, пока Кристина серьезным голосом не произнесла: «Собирайся. Мы с мужем приготовили тебе сюрприз. Отвертеться не получится. Напоминаю, что сегодня суббота, а значит, твоя любимая отговорка «работа» не считается». Дети, зачем вы тратились? Вы же на квартиру собираете. Вам столько денег надо. Сергей заберет тебя через 20 минут. Игнорируя мамины возражения, ответила дочка. Людмила посмотрелась в зеркало. Растрепанные волосы, красные от слез глаза, опухшее лицо. Как перед дочкой появиться в таком виде? Она очень расстроится. Нельзя.
Женщина быстро достала из холодильника лед. Сделав холодную маску, именинница собрала волосы в пучок, выбрала яркое платье и подкрасила губы. Что ж, теперь совсем неплохо. «Такс, теперь открываем глаза», – торжественно объявила мастер в салоне красоты. «Готовы?» Женщина быстро повернула кресло Людмилы к зеркалу. Именинница на несколько минут онемела, а потом тихо произнесла. «Это я? Честно? А то. Видишь, какая ты красавица. Всегда себя недооцениваешь. А на самом деле достойна по подиуму ходить. Рост, фигура. А глаза чего стоят? Ваша дочка права», — утвердительно помахала головой мастер. «У вас особенная красота». «Ой, вы меня смущаете». Лицо Людмилы покраснело. Женщина не привыкла к такому количеству комплиментов. «Зря вы так. Надо уметь пользоваться тем, что нам дано от природы». Мастер сделала последний штрих, распылив лак на волосы. Довольные женщины вышли из салона красоты, улыбаясь друг другу. «Но это еще не все», — послышался громкий голос зятя. Людмила повернула голову и увидела Александра, держащего огромный букет роз. «Господи!» — хлопнула в ладоши именинница, открыв от удивления рот. «Я такие только в кино видела. А теперь они будут украшать твой дом». Девушка поцеловала маму в щеку и крепко обняла. «И последнее». Молодой человек лукаво улыбался. «Я подготовил подарок лично от себя. Даже жена не знает, что это». Кристина и Людмила удивленно посмотрели на Александра. «Путевка в Батуми на 10 дней. Горящий тур. Отправляетесь через неделю». «В смысле? Я еду в Грузию? Одна? Я же всю жизнь за пределы области не выезжала». «Все бывает в первый раз», — подмигнув, ответил зять. Анатолий чувствовал вину за то, что забыл про день рождения жены. И хотя она не укоряла мужа, он понимал, что сильно провинился. Поэтому, когда Людмила сообщила, что едет в Батуми, он не стал сопротивляться. «Да, тебе это пойдет на пользу. Отдохнешь, освежишься, оздоровишься. Кто знает, когда еще в жизни такая возможность появится. Хоть и страшно мне, но поеду. Дети деньги потратили. Нельзя отказаться. Ты там фотографии наделай. Хоть со стороны посмотреть, как живут люди. Говорят, Батуми отличный курорт и климат хороший». Людмила хотела высказать Анатолию, что надо голову включать, доход повышать, стараться, но решила не портить себе настроение перед поездкой. Поэтому тихо вздохнула и пообещала мужу, что наделает снимков. «Кажется, вы забыли». Людмила, испугавшись, подпрыгнула на месте, когда прямо за спиной раздался бархатистый баритон. «Простите, я не хотел вам доставить беспокойство, но подумал, что банковская карточка – незаменимый атрибут любого туриста. Именно по этой причине помчался за вами, чтобы вернуть». «Ой, спасибо», – взволнованно ответила женщина. «Я иногда бываю рассеянной, когда попадаю в незнакомую обстановку. Волнуюсь. Вы в Батуми первый раз?» «Я на отдыхе впервые», – честно призналась Людмила. «Только сегодня утром приехала. А вы тоже здесь поселились?» «Нет». Мужчина улыбнулся обворожительной улыбкой. «Я владелец этого мини-отеля. Скромного, но очень уютного. Надеюсь, что вам понравится. Кстати, меня зовут Станислав». «Люда». Почему-то туристка не могла оторвать глаз от незнакомца. «Очень приятно. Мы будем часто с вами видеться, поэтому не прощаюсь». Женщина улыбнулась и быстрой походкой отправилась в номер. Следующий день Людмила начала с наведения красоты. Перебрав все платья, она остановила выбор на белом длинном сарафане. Он отлично оттенял цвет ее кожи. Волосы женщина распустила, придав им вид легкой небрежности. Нанеся летний макияж, она посмотрела на себя и осталась полностью довольна своим образом. Как когда-то давно она почувствовала в себе настоящую женщину. Спустившись вниз на завтрак, Людмила увидела Станислава. Он сидел за столиком и о чем-то думал, но как только заметил туристку, сразу встал. «Я вас заждался. Проходите». «Меня?» Женщина была приятно удивлена таким вниманием. «Да. Я хочу ввести несколько новых блюд в меню. Станете дегустатором?» «Точно не откажусь». Пока Людмила пробовала еду, мужчина украдкой наблюдал за гостьей. Женщина видела его внимательные взгляды, но делала вид, что ничего не замечает. Ей нравилась эта игра. «Думаю, что здесь нужно сделать более густую консистенцию. В салат добавить лимонный сок. А вот чай из свежих фруктов просто идеален. Так же, как и ты», — вдруг произнес Станислав. «Простите?» Людмила понимала, что сейчас происходит что-то странное. Она, замужняя женщина, которая 23 года хранила верность мужу, наслаждается комплиментами мужчины, которого знает всего лишь один день. Она осознавала, что ей нравится внимание Станислава и те ощущения, которые она испытывает рядом с ним.
Мы не маленькие дети, Люда. Это первое. А главное, у меня есть всего лишь 9 дней, чтобы завоевать твое сердце. Это невозможно. Я замужем. Станислав улыбнулся, чуть коснулся ее руки и произнес. Работая 30 лет в отельном бизнесе, я приобрел очень важный навык – умение читать людей по глазам. Нельзя. Неуверенно произнесла женщина. Она понимала, что сейчас в первую очередь обманывает себя. «Ты лучше меня знаешь, что можно все, чего мы хотим на самом деле». Людмила некоторое время помолчала и дала решительный ответ. «Давай общаться по-дружески». Все дни напролет Станислав и Людмила проводили вместе. Днем мужчина занимался отельными делами, а гостья помогала ему советами в хозяйственных вопросах. Вечером владелец гостиницы водил женщину по достопримечательностям и лучшим заведениям города. «Я хочу, чтобы ты влюбилась, если не в меня, то хотя бы в Батуми, чтобы вновь сюда вернуться». Люда не признавалась мужчине, но для себя давно поняла. Чувства к Станиславу давно зародились в ее сердце. Возможно, с первого взгляда. Когда пришло время прощаться, в душе поселилась сильная тоска. Но она молчала. «Я знаю, что если сейчас попрошу тебя остаться, ты не согласишься. Но я хочу оставить нам шанс. Если вдруг после возвращения в Россию ты поймешь, что я тебе нужен, просто напиши мне. Я на следующий день приеду и увезу тебя. Обещаю». Целый месяц Людмила не могла прийти в себя. Воспоминания не давали покоя каждую минуту. Женщина думала о Станиславе, его шутках и совместных прогулках, а еще о том, как хорошо ей было с ним. После ссор с Анатолием ей хотелось набраться смелости и просто сказать: «Толь, я больше тебя не люблю». А что сделал бы муж? Думая, что это шутка, весело произнес: «Тогда давай разведемся, не будем мучить друг друга». Да, он бы точно не поверил, что это правда. Но Людмила поняла. Она не сможет. Совесть и воспитание не позволяли ей поступить так подло с мужем. Да, Толик не идеальный, но когда-то, 23 года назад, она сказала «да». Обещала, что будет с ним до конца, и обязана сдержать свою клятву. Взяв телефон, женщина начала рассматривать фотографии с курорта. Каждая из них дарила женщине улыбку и веселые огоньки в глазах. «Людка, погладь мне майку на завтра. Утюг я уже включил», — послышался голос Анатолия из кухни. Людмила зашла в контакты и быстро удалила номер Станислава. Больше у этой истории не было продолжения. Женщина была убеждена, что в мире существует нечто более высокое, чем любовь. И это верность. Да, больно. Да, грустно. Но есть ответственность, которую мы берем на себя, когда ставим подпись в ЗАГСе.